Всем привет! Вы видите появление вот такой вот замечательной гирлянды за моей спиной, а это значит, что пришло время новогодних рецептов. Если вы ломаете голову над тем, что такого приятного подарить любимым коллегам, мастеру маникюра, косметологу или просто приятной соседке, перестаньте, потому что у меня есть ответ. Подарите им набор домашнего печенья. Для своего видео я собрала целых 5 рецептов печенья, которые очень не похожи друг на друга, но при этом они все просто и быстро готовятся и замечательно хранятся. Вы на канале Жизнь вкусная, и с вами Галина Артеменко. Как раз в это время, ровно год назад, вышла моя книга с рецептами печенья. Я хочу отметить это событие, и поэтому выбрала для этого видео рецепты именно из этой книги. Для видео я готовлю печенье небольшими порциями, но буду обязательно проговаривать то, сколько штук у вас получится каждого вида. Вы сможете запланировать то количество печенья и то количество наборов, которые вы захотите подарить. Как я уже говорила, печенье из этого видео прекрасно хранится, поэтому вы можете приготовить его заранее, без напряга и раздаривать в свое удовольствие. Ну и еще не забывайте, что список всех ингредиентов обязательно будет в инфобоксе. Вам понадобится 120 граммов обычной белой пшеничной муки, 20 граммов сахара мелкого или сахарной пудры, я беру сахарную пудру, 45 грамм холодного сливочного масла, нарезанного вот такими вот небольшими кубиками, и 5 граммов растительного масла. А также для сцепления теста потребуется примерно 1 столовая ложка молока, но ее нужно будет вводить по состоянию теста. В качестве добавок будем использовать изюм, здесь у меня 30 граммов, а для смазывания я буду использовать желток одного яйца и немного сахара для присыпки. Готовить тесто буду при помощи своего фитнес-блендера. Вы можете готовить его в обычном каком-нибудь кухонном комбайне в чаше с ножом. Сюда отправляю пшеничную муку. Вы можете готовить также на цельнозерновой муке, получится ничуть не хуже. Сюда же отправляю сахарную пудру и щепотку соли для контраста вкуса, а также очень холодное сливочное масло. К нему же вливаю немного растительного. Это очень интересный такой прием. Комбинация разных жиров дает интересную текстуру. Ну и теперь все это мне нужно измельчить в масляную крошку. Получившуюся масляную крошку я высыпаю в миску и буду дальше смешивать тесто вручную. Посмотрите, это уже напоминает влажный морской песок. То есть, в принципе, эта масса лепится, но сейчас мы ее будем связывать и вмешивать сюда изюм. Сперва всыпаю изюм и перемешиваю до равномерного распределения. И теперь вливаю молоко. Стараюсь смешать тесто очень быстро, чтобы масло не начало таять под действием тепла моих рук. Мне нужно просто связать тесто воедино. Заворачиваю получившееся тесто в пищевую пленку и отправляю его в холодильник на 1-2 часа, в зависимости от того, как мне позволяет время. Это тесто важно выдержать, чтобы оно было более удобным в работе. Я достала тесто из холодильника, немножечко его помяла, чтобы сейчас было с ним проще работать, и буду его раскатывать до толщины где-то примерно в 2 мм. По факту мы выкатываем тесто примерно до толщины изюминок. Вырезать я его буду металлическими катерами, для того, чтобы, если где-то в месте среза попадется изюминка, катер смог его разрезать. Катер беру небольшого диаметра, у меня 4 см, вы можете брать тот, который вам больше нравится. Гляньте, как красиво смотрится на срезе разрезанный изюм. У меня получилось 30 печений, смазываю их желтком, присыпаю сахаром и буду выпекать при температуре 200 градусов 10-12 минут. Для этого печенья возьмите 5 граммов свежих дрожжей, 1 столовую ложку майонеза, 100 граммов обычной белой пшеничной муки, 50 грамм сливочного масла комнатной температуры. Также для контраста возьмите щепотку соли, и вам потребуется сахарная пудра для посыпки этого печенья. Дрожжи я вот таким вот образом раскрошила, и сейчас я их буду растирать с майонезом. Постараюсь максимально все растворить. Я пробовала готовить и с сухими дрожжами, но они хуже расходятся, потому что майонез субстанция довольно густая, со свежими работать все-таки проще. Все, я растерла дрожжи в майонезе, смесь полностью однородная, и отставляю мой дрожжевой майонез в сторону на 15 минут. Прошло 15 минут, не скажу, что масса с майонезом и дрожжами стала какой-то особенно воздушной и пушистой, но маленькие пузыречки заметны, значит, что дрожжи начали свою работу. В миску я всыпаю муку и добавляю щепотку соли.
Отправляю сюда размягченное сливочное масло. Сейчас нужно будет просто все это дело смешать до состояния крошки. Обратите внимание, что в само тесто сахар или сахарная пудра не добавляется. Вся сладость будет достигнута за счет сахарной пудры на поверхности печенья. Все, масса перетерта. Теперь я добавляю сюда дрожжевой майонез. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и отправляю в холодильник на 1 час. Тесто провело в холодильнике час, теперь я приступаю к формированию печенек и к выпечке. Теперь их нужно нарезать на порции размером 1,5-2 см. У меня получилось 18 вот таких вот небольших будущих печенюшек. Я их укладываю на противень. Они не будут очень сильно увеличиваться в объеме, но все-таки какое-то расстояние между печеньями стоит оставить. Выпекайте печенье при температуре 250 градусов в течение 5-7 минут. Пока выпекается снежок, а это очень быстро, всыпьте в подходящую глубокую миску сахарную пудру, потому что печенье нужно будет обваливать в горячем виде, и нужно будет делать это все очень быстро. Печенье готово, отправляйте его в сахарную пудру небольшими порциями, для того, чтобы обваливать было намного проще. Также работайте деликатно, потому что печенье очень нежное, очень хрупкое, и если слишком интенсивно с ним работать, то, скорее всего, оно развалится. Друзья, могу порекомендовать вам ввести в подарочные наборы еще печенье бискотти. Целых 2 рецепта есть у меня на канале, и ссылку на них я обязательно оставлю в описании. Для мятного печенья вам потребуется 15 граммов листиков мяты и 20 граммов сахара, 80 грамм белой пшеничной муки, пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, 50 грамм холодного сливочного масла и холодная вода для связки, которую мы будем вводить до того, как тесто соберется в шар. Сперва нужно измельчить мяту с сахаром. Отправляю листочки в емкость от своего блендера и всыпаю к ним сахар. У меня получился вот такой вот ароматный мятный сахар. Я отправляю к нему муку, щепотку соли, разрыхлитель, а также холодное сливочное масло. Получившуюся крошку отправляю в миску и сейчас дозамешу при помощи холодной воды. Воды нужно совсем немного, тесто уже практически собралось в шар, поэтому я буквально вот немножечко волью и быстро руками вотру его. Беру себе в помощь чайную ложечку и мисочку с водой для того, чтобы формировать печеньки было проще. Нужно формировать печенье примерно размером с грецкий орех и выкладывать на противень. Вы можете расплющить получившиеся колобочки, но мне нравится, когда оно вот такого вот вида. Если вы любите сочетание шоколада с мятой, вы можете заменить 20% муки из этого рецепта какао-порошком, либо добавить в тесто кусочки шоколада. Из этого количества теста у меня получается 10 печенек. Выпекать его я буду при температуре 200 градусов в течение примерно 12 минут. Для кокосового печенья макарун, именно это печенье называется макарун, то, которое французское миндальное, макарон. Итак, возьмите для него 120 граммов кокосовой стружки, белки от 2 яиц и 60 граммов сахара. В первую очередь необходимо смешать белки с сахаром. Не нужно ничего взбивать до пены или еще чего-то там. Вот так вот слегка вилочкой до объединения. Так, сейчас я попытаюсь выловить этого мальца, чтобы впечатлительные люди не возмущались. Все, масса однородная. Теперь я отправляю сюда кокосовую стружку. Теперь необходимо просто вымешать все до однородности. Вот такое вот сложное в приготовлении печенье. Когда кокосовая стружка полностью увлажнится белком с сахаром, то тесто готово. Формируйте из этого теста шарики размером с грецкий орех и выкладывайте их на противень, застеленный пергаментом. Рядом я поставила небольшую мисочку с водой, чтобы смачивать руки, так будет проще формировать печенье. Леплю последний шарик. У меня получилось из 120 граммов кокосовой стружки
14 штук печенья размером с грецкий орех. Выпекаться они будут при 200 градусах в течение 15-17 минут. На моем канале есть очень крутой рецепт песочного печенья со смородиной, так что если в вашей морозилке залежались ягодки с лета, смело приготовьте и его. Для печенья без выпечки возьмите одну плитку 100 граммов черного шоколада. Если вы любите горький, берите горький. У меня здесь обычный черный шоколад 56%. 40 граммов сливочного масла, 50 граммов любых орехов или арахиса, у меня поджаренный арахис. Также потребуется 100 граммов самых обычных кукурузных хлопьев для завтрака и щепотка соли для контраста. Орехи вы также можете комбинировать. Орехи или арахис можно оставить целыми, порубить в муку. Я же сделала выбор в пользу вот такой вот грубой нарезки, чтобы были и маленькие, и крупные кусочки. Я разламываю шоколад и вместе со сливочным маслом растоплю его в микроволновой печи. Делать это необходимо короткими пульсами, для того, чтобы шоколад не подгорел. Если же шоколад перегреется и начнет сворачиваться, то с ним вы уже ничего не сможете сделать. Шоколад расплавился, небольшие вот нерастопленные кусочки остались, я сейчас их домешаю. Всегда лучше шоколад не догреть, чем перегреть его. Всыпаю щепотку соли и нарубленный арахис. Слегка перемешаю все. И теперь добавлю кукурузные хлопья. Теперь мне потребуется какая-то небольшая вот такая прямоугольная форма с плоским дном. У меня это обычный пластиковый пищевой контейнер. Сюда я и буду отправлять свою смесь и оставлю ее там до застывания. Постарайтесь утрамбовать смесь, но при этом не давя сами кукурузные хлопья. Теперь я отправляю лоток в холодильник на пару часов, пока шоколад и масло полностью не схватятся и не соединят массу в одно целое. Застыло мое печенье без выпечки, сейчас я его буду нарезать на порции. Где-то у вас вот будет вот так вот отпадать какие-то небольшие кусочки, это не страшно. Это печенье даже привлекает, когда оно не совсем аккуратной формы. И как потом замечательно вот собирать вот эти вот все крошечки. Мне особенно нравится, когда во время разрезки уже сама форма отделяет какие-то такие вот небольшие фракции, которые могут пойти на порцию. Вот, например, вот эта порция очень здоровская, или вот эта. Сейчас остальным кусочкам я помогу, и у меня получится около 12 порций. Вот, посмотрите. Оставшуюся крошку вы можете просто съесть, или же добавить в утреннюю кашу, в гранолу. Будет очень здорово. Посмотрите, как волшебно выглядит разрез. Здесь видны и кусочки арахиса, и кусочки кукурузных хлопьев. Потрясающе. Друзья, ставьте этому видео лайк, оно вам обязательно пригодится в период активного подарка-дарения. Я не верю, что можно подарить что-то, в чем будет больше любви, трепета и нежности. Разве что в этом наборе будет кое-что еще. А что? Об этом вы узнаете из следующего видео, поэтому не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Будем доводить подарочные наборы до совершенства.